In the name. Roller! Open, Lord, the gates of hell and come from your blessed abyss. Легион. Некогда раса Камаэлей вела непрерывную войну в своем родном мире. В конце концов, используя разрушительную энергию варпа, они смогли уничтожить всех своих врагов. Результатом высвобождения столь мощной силы стало практически полное уничтожение их родного мира. Но гибель Камаэлей не входила в планы Кригоса. Долгое время демон питался ненавистью и силой этой непобедимой расы, и лишать себя такого удовольствия он не собирался. Кригос предложил выжившим сделку. Он переместит остатки великой расы в новый мир, где у них будет шанс возродить их былое величие. В обмен на это Камаэли теряли возможность летать и были обязаны оставить технологию варпа в старом мире. Сделка была заключена, и путь в новый мир стал открыт. С тех пор у воинов одно крыло за спиной, а себя они именуют «Легион». Основной резиденцией Легиона в новом мире стал Парящий остров. Наблюдая с высоты за любыми передвижениями противника, они с легкостью пресекают любые попытки вытеснить их оттуда, а компактное расположение позволяет без труда ориентироваться в столице. Отличительной особенностью расы является их уникальная экипировка. Все воины используют один тип брони — форму, которая является одновременно преимуществом и недостатком легиона. Форма не сковывает движение, что позволяет легионерам быстро передвигаться и совершать молниеносные рывки на поле боя. Но взамен авангарду не так легко выдерживать натиск врагов. При получении исцеления легионеры могут на короткое время сильно увеличить свою защиту, что позволяет выдержать натиск врага. Также уникальным является и большая часть вооружения — древние мечи, рапиры, арбалеты и варп-арбалеты, а также символы. Легионеры не используют щитов в привычном их виде. Взамен они усиливают рапиры символами, которые повышают физическую защиту обладателя, а при умелом их использовании могут полностью блокировать вражеские атаки. В армии легиона выделяют следующие профессии. Легионеры кондоров. Кондоры первыми отправились исследовать новый мир для легиона. Они с легкостью могут выступать в роли как разведчиков, так и авангарда, ведь благодаря особым тренировкам кондор может менять свойства брони, что позволяет ему передвигаться с большой скоростью, а настигнув врага, сразу повысить защитные и атакующие способности в обмен на свою мобильность. Если противник попытается сбежать, то всегда можно совершить оглушающий рывок, а тренировки владения арбалетом позволяют не только вести дистанционный бой, но и использовать арбалет как гарпун, моментально притянув жертву к себе. Почувствовав близкую гибель, кондор еще больше усиливает свои защитные и атакующие способности, а всплеск здоровья, восстанавливающий большую часть здоровья за небольшой промежуток времени, позволит продержаться до прихода подкрепления. Объединившись с собратьями, они проходят любые кровавые бойни. Легионеры орлов. Орлы — мастера фехтования двумя рапирами. Именно в их руках рапиры становятся орудием смерти. Ни крепкая броня, ни попытки укрыться щитом не спасут вас от смертоносных уколов этого воина. Орел может выбирать, какие уколы будут самыми эффективными на текущий момент — оглушающие, замедляющие, вызывающие кровотечение или усиленные, пробивающие щит и броню противника. Создавая вибрации воздуха своими рапирами, они могут высвободить ударную волну, которая запретит окружающим противникам использовать умения или магию, а вихри могут поражать противников на расстоянии. Способность парирования легионера орлов поистине легендарна. Парируя физические и магические атаки врагов, практически нейтрализуя их урон, он также может парировать умения контроля, становясь неудержимым. После каждой смены типов парирования орел также повышает свою скорость передвижения и ловкость. Легионеры соколов.
В армии легиона много стрелков, но никто не сравнится в стрельбе с соколом. Возможно, дальность стрельбы не самая сильная сторона легионера соколов, но те, кто недооценивает этого стрелка, остаются лежать на полях сражений. Тренировки сокола позволяют наносить колоссальный урон противникам, и чем дальше находится цель, тем больше повреждений нанесет сокол, а каждый 5-й выстрел будет усилен. Но не стоит думать, что, прорвавшись в ближайший бой к легионеру соколов, вы сможете закончить бой. В рукопашной схватке он отнюдь не беззащитен. Вооружившись кинжалом или рапирой, сокол повышает свою защиту, а умения получают дополнительные эффекты. Но даже без них легионер может испугать подошедшего близко противника или забрать на небольшой промежуток времени атакующие способности противников себе. Замедлить опытного сокола невозможно, а убийство жертвы только подстегнет его охотничий азарт, восстановит часть здоровья и боевого духа, а также повысит атакующие и защитные силы. Легионеры буревестников. В Старом мире остались не только полеты. Варп-ядро, источник могущества древней расы, приведшей ее на край гибели, также было утрачено для легиона. Но не все позабыли древние знания. Создать новое варп-ядро в новом мире было невозможно, но буревестники смогли найти путь к источнику варпа и создали инструмент, позволяющий высвобождать эту энергию по желанию мастера. Вооружившись варп-арбалетами, легионеры буревестников используют силу варпа как для нападения, так и для защиты. Накапливая варп-заряды и высвобождая их в противника, легионер наносит тяжелые повреждения противнику, а особые режимы стрельбы варп-арбалета позволяют снизить скорость бега и защиту противника или уменьшить его скорость атаки и чтения заклинаний. Варп-защита оберегает буревестника от усыпляющих заклинаний и способностей, запрещающих использование умений и магии. Активная защита позволяет увеличивать в нужный момент физическую или магическую защиту легионера, а максимальное высвобождение силы варпа делает буревестника неуязвимым на короткий промежуток времени, после которого его магическая атака и скорость будут увеличены. Легионеры сов. Спасение союзников и контроль противников – то, в чем легионеры сов преуспели больше всего. Использование энергии варпа во благо исцеляет союзников, очищает их от проклятий и даже позволяет воскреснуть в случае гибели. Щит из маны убережет от 3 вражеских атак, а защита легиона сделает союзника неудержимым. Сам же легионер сов на короткое время получит неуязвимость. Совы не стремятся наносить урон противникам, но смогут постоять за себя. Магнитные ловушки, притягивающие противников, телекинез и массовый телекинез, разбрасывающие врагов словно тряпичных кукол, и элементарное погружение противников в сон. Все это заставит врага задуматься, прежде чем нападать на кажущегося беззащитным легионера сов. Поддержка союзников ради победы над врагами – это главное в жизни совы. Легионеры ястребов. Неопытным воинам кажется, что рапира не очень грозное оружие, и только повстречавшись с ястребом, они понимают, как ошибались. Стремительные выпады настигают цель, а проведя сильный выпад после 3 обычных, легионер не оставляет противнику шанса увернуться или укрыться щитом, нанося колоссальные повреждения. Жажда крови легионера ястребов поистине ужасающая. Их критические удары наносят кровоточащие раны, и каждый следующий удар только усилит кровотечение. Используя энергию варпа, они усиливают выстрелы из арбалета, нанося дополнительные повреждения. А варп-выстрел запрещает противнику использовать умения или магию. Чувствуя приближение смерти, легионеры ястребов могут мгновенно увеличить свою скорость бега, физическую атаку и силу критических ударов, а также восстановить часть боевого духа. Мастера-дуэлянты-ястребы дерутся лицом к лицу с противником, и даже вражеская армия не помешает завершить дуэль с выбранным противником, после чего они могут отступить, сбивая противником цель после каждой атаки. Легионеры финистов.
Утратив доступ к энергии варпа, многие отчаялись, но были и те, кто смог открыть новый источник энергии. Наблюдая за дивными птицами-финистами, легионеры обнаружили, что для охоты и защиты территорий эти птицы используют магию. Столкнувшись с вражескими расами, которые использовали подобную силу, легионеры решили тоже научиться владеть магией. Взяв за основу магию воздуха, легионеры финистов научились использовать ее для создания разрушительных заклинаний, а самые опытные из них приручали магическую птицу. Совместно с финистом легионер обрушивает на врагов шквал магических ударов, а если дела на поле боя станут ухудшаться, легионер может защитить свою птицу и отступить, при этом не теряя концентрации на противнике. Легионеры коршунов. В сражениях боевой дух также важен для солдата, как и его жизненные силы. Занимаясь поддержкой воинов легиона, коршуны научились восстанавливать боевой дух союзников, снимать проклятия и даже воскрешать павших. Их особое умение метка помощи позволяет усиливать умения легионера коршунов. Использовав метку на себя или союзника, он будет дополнительно восстанавливать здоровье и боевой дух, увеличивать защиту и даже делает неуязвимым обладателя метки. Метка в руках коршуна может служить грозным оружием и при необходимости показать всю скрытую мощь, проклиная, отравляя и уничтожая врагов легиона. Но вместе с этим легионер коршунов остается бойцом поддержки, для этого усиливающие и защищающие умения, которые могут выручить союзников не хуже, чем умения легионера сов. Легионеры орланов. Птицы-орланы были первыми союзниками легиона в новом мире. Удивительно умные, они помогали отслеживать передвижения противников и были незаменимыми помощниками, а обучившись выполнять команды легионеров, стали полноценными союзниками в войне за новый дом. Используя свое копье и помощь питомцев, орланы проводят сокрушительные атаки по противнику, а умелое командование позволяет им действовать очень слаженно, и никто вам не скажет, кто из них более опасен. Сами же легионеры орланов научились призывать не только своих питомцев, но и других легионеров, где бы они ни находились. Их мастерство позволяет также призывать сферы, которые притягивают к себе противников, а установив на поле боя осадную баллисту, могут наносить огромный урон по осадным сооружениям противника. Легионеры филинов. Зачем стараться убить одного врага, если можно уничтожать сразу целую армию? Филины всегда в центре битвы, вооружившись пикой или алебардой. Они поражают сразу несколько противников, а отточенные рефлексы позволяют одним ловким движением увернуться от вражеской атаки или проклятия, постепенно увеличивая свою защиту. Легионер может использовать комбо-стойку для быстрого использования боевых умений и обороны, либо менять ее на стойку, увеличивающую атаку, меткость и скорость бега филина. Мастерски владея своим оружием, легионеры филинов могут проводить стремительные серии ударов, превращая стройные ряды противников в хаос. В зависимости от последовательности применения умений, филины могут оглушать противников вокруг или же запретить им использовать умения и магию, или перейти в оборону и сильно увеличить защиту союзников в непосредственной близости. Благодаря хорошей живучести и массовым атакам легионерам филинов всегда рады на передовой. Легионеры грифов. Грифы – превосходные бойцы и искусные ремесленники легиона. Только они владеют секретами создания оружия Старого Мира. Древние мечи, рапиры, арбалеты и варп-арбалеты. Все это создается руками легионеров-грифов, а, используя древние знания, они могут создавать громовых стражей, парализующих противников громом. Подчиняя воздушные потоки, грифы могут атаковать противника на расстоянии, вызывать у него кровотечение, удерживать в воздухе или заставлять врага атаковать грифа, а при его приближении оглушать. Возможность превращать вражеские осадные сооружения в громовых стражей, мощнейшие атаки по осадным сооружениям, полная защита от вражеских провокаций – все это и многое другое делают легионера грифов незаменимым участником сражений легиона.
Легионеры беркутов. Легионеры не используют тяжелых щитов, которые могли бы замедлить их передвижение. Взамен они усиливают рапиры символами, и истинными мастерами владения символов являются беркуты. Символ может полностью нейтрализовать атаку противника или блокировать ее, сведя урон к минимуму и дополнительно увеличив защиту легионеру беркутов, а его железные перья делают даже самые разрушительные атаки врага вполне терпимыми. Беркут может замедлить выбранные цели, а после совершить стремительный рывок и заставить атаковать его. А сила притяжения легионера затягивает ближайших противников и оглушает их. Беркуты также не раз спасали жизнь союзников, прикрывая их крылом или удерживая неистового врага, полностью запрещая ему любые действия. На небольшое время легионеры беркутов могут вернуть себе силы, которые отобрал у них Кригос, превращаясь в неуязвимую кровожадную форму. Но расплата за нарушение договора настигнет каждого, и в конце беркут лишится почти всех жизненных сил, и никто не сможет излечить его раны. Легионеры драконов. Дракон – символ стойкости и веры для любого воина легиона. Врываясь одними из первых в битву, они сражаются неистово и всегда последними покидают поле битвы, прикрывая своих союзников. Принимая форму дракона, они разбрасывают ближайших врагов и испепеляют их своим огненным дыханием. Используя гипноз, драконы могут вынудить противника атаковать себя, а сблизившись с противником, его уже не отпустят. Символ дракона придает ему небывалую стойкость, жертвуя при этом скоростью бега, а удары противника могут активировать щит, который может полностью нейтрализовать повреждения. Мощным порывом крыльев дракон замедляет скорость бега, атаки и чтения заклинаний ближайших противников. А тем временем его аура и удары огненной рапиры будут сжигать врагов. И даже если легионер драконов будет повержен, его дух будет продолжать сражаться. Легионеры воронов. Лишившись полетов, больше всех пострадали вороны. Вся тактика боя велась вокруг стремительных воздушных маневров и сокрушающих атак, не задумываясь о защите в прямых столкновениях. Оказавшись в новом мире, лишенные возможности взмыть в воздух вороны гибли первыми. Но они не сдавались. Благодаря упорным тренировкам легионеры воронов научились пробуждать в себе скрытые силы и ненадолгое время достигать пика своих способностей – защиты, атаки или скорости. Орудуя массивным древним мечом и вкладывая всю силу в удары, легионер воронов оглушает противника, а делая стремительный выпад, моментально настигает врага. Упиваясь кровью врага, они восстанавливают свои жизненные силы, а распахнув черное крыло, увеличивают свою защиту и начинают усиленно поглощать здоровье и боевой дух противников. Владея арбалетом и имея возможность превратить свой древний меч в сгусток пламени, они не оставляют шанса врагу и в дистанционном бою. Мстя за своих погибших товарищей, вороны могут возвращать проклятия и часть урона в ближайшем бою обратно во врагов, а летальным взмахом обрывают жизнь ослабевших противников. Легионеры стервятников. Рожденные убивать, стервятники хорошо усвоили все заповеди охотника за головами. Зачем долго и изнурительно сражаться, если можно наносить стремительные удары по самым уязвимым местам, будь это брешь в доспехах или зазевавшийся противник? Стремительно передвигаясь по полю боя, они наносят смертоносные удары. Атакуя раненого противника, они усиливают себя, а похоронив его, открывают в себе невиданные способности. Если жизненные силы легионера начали иссякать, он может превратиться в неуязвимого падальщика, теряя при этом возможность атаковать самому, а после окончания превращения получит дополнительную силу критических ударов. Если же ситуация складывается не в пользу легионера-стервятника, он может вызвать кристалл возврата, который будет увеличивать защиту в небольшом радиусе от себя, а при крайней необходимости позволит отступить всем воинам легиона в столицу. Жажда крови и богатой добычи – вот что движет стервятником всю его жизнь.
Тактикой легиона были и остаются стремительные атаки на позиции противника, отличная общая мобильность трассы, высокий урон и умение большинства профессий вести дистанционный бой дают возможность войскам легиона навязывать противникам свои условия. Единый тип брони позволяет ремесленникам не задумываться о необходимости расы в разных доспехах, а уникальность вооружения зачастую является преимуществом, так как уменьшает конкуренцию среди покупателей. Возможно, расе и не хватает закованных в броню тяжелых воинов для успешного сдерживания противника. Но при умелом руководстве этого и не понадобится. Выбирайте своего идеального бойца и вступайте в вечную битву за славу.